Публичная казнь, один из традиционных элементов жизни человеческого общества, уходит своими корнями в глубокую древность, но сохраняется и сегодня в некоторых странах мира. Казнь на площади в присутствии тысяч людей являлась обычным для общества 17-18 века. С точки зрения государства, публичность казни была важным средством воспитания подданных в духе послушания. Педагогическое значение казни считалось одной из главных причин устройства этой кровавой экзекуции. Зрелище казни, мучение преступника служило грозным предупреждением всем настоящим и будущим нарушителям закона. Ссылка на примерность наказания весьма часто встречалась в приговорах преступников и вообще в законах тех времен. В древности казнь через раздирание практиковалась в основном посредством колесования. Этот способ казни сильно отличался от того, что впоследствии в средние века назовут колесованием, когда на теле осужденному ломали кости, а колесо служило лишь для выставления результатов на всеобщее обозрение. Данный вид казни происходит из Древнего Рима и по праву считается самым жестоким после четвертования. Во времена Средневековья он распространился по всей Европе и наводил ужас на преступников вплоть до XIX века. В античной манере исполнение колеса являлось основным инструментом казни. Оно было довольно большого размера, крепилось на оси и при помощи ручки один или несколько человек приводили его в движение. Колесо должно было иметь достаточно широкий обод, чтобы тело осужденного полностью на нем поместилось. Человека клали на колесо обнаженным, спиной к ободу. Для этого его привязывали за ноги и, поворачивая колесо, растягивали туловище. Затем вытянутые руки закрепляли над головой. Таким образом, осужденный выгибался назад в зависимости от диаметра колеса. При каждом повороте колеса торчавшие из пола железные штыри отрывали куски плоти от тела казнимого. После десятка оборотов тело оказывалось изодранным в клочья. Истекающее кровью тело оставляли умирать в таком положении. Предсмертные муки могли длиться несколько дней, а телами часто кормились птицы-падальщики. Применялись и колеса меньшего диаметра, но унизанные шипами. Нередко осужденного крутили над горящими углями. Раздирание также осуществлялось при помощи крючев, которыми орудовал палач. Такой метод был популярен у турков в период с 16 по 18 век. Осужденного закрепляли на специальной доске или столе, растягивая конечности при помощи металлических гребней или крюков. Сначала отдирали плоть, затем вырывали ребра, ключицы и лопатки. Публичные казни в 18 веке собрали тысячные толпы людей, приходимых на них совершенно добровольно, а потом возвратившихся к своим делам и долго вспоминавших все подробности кровавой экзекуции. Особенностью публичной казни было то, что с умерщвлением преступника она не заканчивалась. Тело казненного выставляли на некоторое время на всеобщее обозрение, а потом сжигали. Все эти посмертные наказания носили предупреждающий и поучительный характер.